Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о признаках, которые подскажут вам, что вашу фотографию возят по магическим бабкам, возят к магам, к ведьмам, к колдунам для того, чтобы навести определенные магические обряды, для того, чтобы забрать у вас изобилие, достаток и благополучие, а также семью и все те блага, которые вы достигли в жизни. Это очень важная информация, поэтому обязательно не только просмотрите, но и обязательно поделитесь с теми, кому вы знаете, что эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, очень часто многие успешные люди даже не догадываются о том, что берут их фотографию, даже берут в интернете, распечатывают и возят по бабкам. Для чего они это делают? Ну, например, вы жена, а вы даже не знаете о том, что у вашего мужа есть любовница. И вот любовница ездит по ведьмам, по колдунам и готова даже платить деньги за то, чтобы ваша судьба была разбита и чтобы вы расстались со своим любимым мужем. Или другая ситуация, вы хорошо идете по карьерной лестнице, вас в коллективе уважают, генеральный директор, исполнительный директор, вас ценят очень сильно, повышают вам зарплату, бонусы, плюшки дают и так далее. Ну, а какая-то Маня из другого отдела хочет знать, когда же вы наконец уйдете с этого коллектива, потому что она считает, что вы ей просто-навсего мешаете. Или еще ситуация, которая очень часто бывает, свекровь ненавидит настолько невестку, что она готова даже заплатить любые деньги, чтобы эта невестка исчезла из жизни сына, не думая о том, что это может закончиться в первую очередь плачевно для нее и ее сына, потому что таким образом в один момент высшие силы защитят невестку, а что останется с сыном и с его мамой, это уже большой вопрос. Помните о том, что бумеранг всегда возвращается. И этот бумеранг приходит в тот момент, когда вы больше всего не ожидаете. И давайте узнаем, а как же узнать, что о вас пытаются с помощью магического воздействия повлиять на вас и используют вашу именно фотографию. Давайте разбираться и очень детально будем проговаривать. Итак, у вас ни с того ни с сего ощутилось беспричинное ослабление вашего организма. Что это значит? У вас ощущается упадок сил. То есть, если раньше вы готовы были работать, вы готовы, знаете, у вас все в руках горело, вы стремились, у вас были цели и задачи, то вы ощущаете на данном этапе в своей жизни, что вам где-то сложно, где вам что-то тяжело, где вам чего-то не хочется, у вас какая-то постоянная усталость, вы постоянно спать хотите, вы зеваете постоянно, при этом вы четко понимаете, что вы ложитесь рано спать, вы должны как бы высыпаться, как бы ваше тело должно отдыхать, но этого не происходит. Также проявляется сонливость и истощение. И, конечно же, вы должны понимать и то, вот как, насколько вот этот первый признак, вот беспричинное ослабление организма начнется, вы должны осознавать и понимать, все зависит от вашего энергетического поля. То есть, если оно сильное, то, конечно, вы с первого раза или с первого даже месяца, пока кто-то пытается навести какое-то магическое воздействие, ходит по ведьмам, по колдунам, вы этого не будете ощущать. Да, возможно, в какие-то моменты вы будете понимать, что ну что-то не так, да, но со временем, если вы не примете никаких мер, то, к сожалению, вы поймете, что у вас действительно начинаются проблемы с вашим организмом. И в какой-то момент вам даже придется пойти к врачу и разбираться, а что же не так. Потому что у тех людей, которые не успешны, им нужно быть всегда очень внимательными, быть и осторожными, и защищать и свое тело энергетически, и проводить практики. Это очень важно. И как можно, конечно же, меньше рассказывать о том, что
происходит в вашей жизни, в жизни ваших членов семьи. Следующий признак, который говорит о том, что вашу фотографию возят по бабкам и колдунам, это то, что у вас постоянно вот такое ощущение, как будто за вами подсматривают. Знаете, вот как будто вас за вами кто-то наблюдает, хотя вы точно понимаете, что, например, вы в квартире одна или в доме одна, или вы знаете, что, например, все домочадцы спят, а как будто кто-то на вас смотрит. При этом это может быть как сам ведьмак, так и это могут быть и задействованы, конечно же, потусторонние силы, которые работают именно над вами. Поэтому здесь вы должны понимать, что это вам не кажется, а вы должны проводить защиту. Если вы этого не будете делать, помните о том, что те люди, которые пытаются убрать вас с вашего пути, с вашей судьбы, они, знаете, могут идти на все. Они даже готовы питаться воздухом, но только убрать вас, потому что вот они находят себе человека в лице вас как конкурента, находят, как, знаете, как вот находят себе врага. Хотя вы не враг, вы живете своей жизнью, даже, возможно, об этом человеке не знаете. Но для этого человека вы большой враг. Далее, что еще может происходить? Это подозрительные сны. То есть сны с персонажами, которые в реальной жизни вы раньше не встречали. Ну, например, это может быть какой-либо быть человек. Это может быть какое-то существо в облике человека, фигурирующее в ваших снах. Или покушается на вас самого. Если вы думаете о том, что это ваши какие-то страшилки, или вы знаете, бывает так, что человек смотрит какие-то фильмы, ужастики, и после этого ему могут сниться сны, потому что были какие-то воспоминания, были какие-то ощущения в процессе просмотра фильма, да, и, соответственно, человек вот во сне может такое приходить. Это одна ситуация. Но если вы видите, что к вам время от времени, то есть вы не смотрите фильмы ужастики, вы не читаете никакую ужасную мистическую литературу, истории, как сейчас вот модно читать, да, но вы видите, и кроме того, вы работаете, вы чем-то заняты, у вас в руках все горит, но у вас все равно происходят какие-то сны, вот, да, то есть такое впечатление, что вот что-то не так. Подумайте о том, то есть не думайте о том, что, ой, наверное, вы не отдыхаете много или еще что-то. Нет, это все неспроста. Далее, вам может казаться или вот быть даже вот такое вот, знаете, вот четкое ощущение, что в вашей квартире или в вашем доме есть какие-то невидимые гости. Как это может проявляться на физическом плане? Ну, например, это может быть озноб, это могут быть какие-то потусторонние запахи даже, ну, например, это может быть ладан, это может быть, знаете, вот запах сгнившей листвы, вот этой вонючей, да, это может быть запах воска, запах серы, но бывает и так, что вы вот ощущаете вот приятные запахи цветов, каких-то духов, у каждого это по-своему, но в любом случае вы четко ощущаете это все, вы прямо, не могу вам сказать о том, что вы прямо это можете видеть, знаете, как картинку, но ощущать вы это будете. Здесь вам нужно быть очень внимательным и осторожным, потому что многие думают, ой, наверное, мне показалось, ой, наверное, у меня подруга сегодня была, да, или дети пришли со школы и дурачились, там, использовали мои духи, или зашли к соседке, и у нее там что-то. Вы должны разбираться, пожалуйста, не игнорируйте, потому что вот эти подсказки, они очень важны. Чем быстрее вы поймете, потому что вы должны понимать и то, что те люди, которые идут против божественных законов, им наплевать на то, что в вашей жизни есть семья, что у вас есть свое благополучие, свой достаток, им это не интересно. Они вот желают и хотят, и им все остальное просто море по колено. Далее, следующий признак, друзья, это то, что вы выглядите очень плохо в зеркале. То есть вы смотрите на себя в зеркало и не узнаете, или, знаете, вам кажется, что вы очень некрасивая стали. То есть как будто вот раньше вы были такая вот красивая, вы собой могли любоваться в зеркале, а сейчас как не подойдете, вы себя видите, ну вот
как-то не то чтобы некомфортно, а вот вы себя даже вот видите, смотрите в зеркало и видите, как будто вы уродина. Хотя вы до сих пор вот красивая молодая женщина или мужчина, но смотря в зеркало происходит какое-то искажение, и здесь вам нужно также быть очень осторожным и внимательным, потому что это также признак того, что вашу фотографию возьмут и к ведьмакам, и к колдунам, потому что, ну вот, пытаются забрать у вас мыслимые и немыслимые блага. Далее у вас начинаются резкие головокружения, которые ничего не провоцировало. И вы вообще раньше, у вас раньше вот такого никогда и не было. То есть у вас было прекрасное здоровье, у вас прекрасное давление, что можно было лететь в космос. И тут вы идете, например, или вы сидите, или что-то вы делаете, раз, ни с того ни с сего, вот это вот резкое головокружение. Также к вам могут наплывать такие, знаете, странные какие-то состояния для вас, в том числе и резкие панические атаки. При этом у вас все было хорошо, а потом в какой-то момент вы прямо, знаете, готовы куда-то бежать, как будто вот достаточно такой вот сильный страх проявляется в вашей голове. И это также, друзья, неспроста. Далее вы можете ощущать, что в вашу жизнь кто-то вмешивается. Глупо выглядит, но это так. Вы на интуитивном, на подсознательном уровне вы прямо чувствуете, что кто-то прямо как стучится к вам. И, знаете, и как будто вот прямо чувствуете, что тут лезет в ваши дела и все изнутри, знаете, переворачивает. Это очень страшно, конечно же, но такое бывает. Также как вы еще можете определить, вы можете увидеть о том, как ведут себя ваши любимые животные. Не просто кошечка, которая у вас живет во дворе, а именно ваши любимые питомцы. То есть они где-то могут быть агрессивными, им где-то, например, что-то может не нравиться, это как вариант, и все это вот так может проявляться. Поэтому если у вас появились вот такие вот основные признаки, вам в первую очередь ни в коем случае нельзя паниковать. Итак, друзья, это основные признаки того, что вашу фотографию используют в магических целях. Что же вам в первую очередь нужно делать? Ну, конечно же, не паниковать. Если вы действительно это чувствуете, и вот те признаки хотя бы 2 у вас проявляются, то в таком случае вам в первую очередь нужно ставить защиту. Самое простое, вам нужно просить высших сил, своего ангела-хранителя всегда быть с вами. И, конечно же, с теми людьми, с кем вы проживаете в одном доме или квартире. Помните о том, очень часто многие проставят защиту только на себя, но не ставят на защиту на членов семьи. И это неправильно. Помните о том, что с кем вы проживаете, если вы проживаете, например, вы родители, ваш муж, дети, тогда нужно делать защиту и обереги именно на всех членов семьи. Даже если они не верят, тогда в таком случае вы просто это делаете, потому что вы ставите защиту, чтобы в вашей семье не было ни проблем ни с деньгами, ни со здоровьем, не было никаких других или иных проблем. Помните о том, что кто идет на то, чтобы заниматься чернухой, ему без разницы, что далее будет происходить в вашей жизни или в жизни близких и родных людей. Им главное достигнуть цели, а ваша задача не поддаваться. Поэтому обязательно идите в церковь, можете заказывать 40 уз за здравие, но не только себя, пишите всех членов семьи. Обязательно, если есть возможность, читайте молитвы. Не обязательно те молитвы, которые есть основные, да, та же молитва «Отче наш», Обцинский, Старцовый и так далее. Возьмите то, что вам искренне вот будет идти. Также не забывайте проводить практики. У нас очень на канале много практик, которые можно проводить и с солью, и с перцем, и с иголкой, который действительно вас защитит. Также вам очень важно понимать, если вы работаете в коллективе или с теми людьми, которые завистливые, которые всеми силами стараются вам навредить, обязательно носите с собой булавку, но обязательно проверяйте ее
каждый божий день. Почему? Потому что такая булавка, она возьмет на себя всю энергетику, и, соответственно, она у вас может поломаться, она может заржаветь, она может треснуть. И это для вас звоночек то, что она взяла на себя удар. Главное, чтобы вы не паниковали и не боялись, потому что как только человек начинает бояться, начинает паниковать, он издает в внешний мир энергию боли, негативную, вот эту деструктивную энергию, которая еще больше привлекает другой негатив. И это потом, знаете, как энергетически происходит взрыв. Поэтому, чтобы этого не было, просто вы должны понимать и знать, по каким признакам вашу фотографию могут использовать в магических целях. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Друзья, ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео именно для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ.